Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Привет, песеры, с вами Морж. Как и обещал, обзор на Пола Скоулза, которого сейчас можно взять за ебалы в ебальном магазине, всего лишь 5000. Сразу скажу, по раскладу цена-качество, конечно же, нужно брать. На что эти ебалы еще тратить, они еще и сгорают. Как обычно, начинаем с раздевалки. Значит, 22 стата у нас есть на раскидать. И давайте смотреть, как я бы его качал. Итак, я буду поднимать все по 4, ну практически все. Пас, само собой, центральному полузащитнику нужен, дриблинг любому полузащитнику нужен. Поднимаем ускорение, таким образом получаем умение атаковать 80, ускорение 80 и баланс 82, что вполне себе неплохо. Также поднимаем скорость, получаем отличнейшую просто силу удара и, ну ладно, нормальную более-менее скорость и выносливость. Корпус я бы на самом деле не трогал, я лучше 4 стата вкину в защиту. У него хорошая агрессия, у него хорошая вовлеченность в защиту, но при этом не слишком хорошее умение защищаться и подкаты. Честно говоря, стат подкат я в принципе не понимаю, за что он отвечает. Как для меня подкат, если ты попал в мяч, ты забрал мяч. Если ты попал в ноги, ты забрал ноги. Ну, как бы так... Как вот оно работает, на что влияют эти цифры, на то, сколько он жопой по траве проедет, насколько далеко, ну, я, если честно, не знаю. 2 стата у меня остается, я как раз играю быструю контратаку, длинную контратаку, 2 стата я этих вкидываю, 95 будет. Плюс у него хороший набор навыков, тут и на пас, и на удар, но нет на, собственно, финты. Сами видите, скорость дриблинга 76, короче, Скоулз не финтер. Тем не менее, на микроконтроле за счет баланса 82 им можно показывать хорошие результаты. Давайте переходить на поле, как раз расскажу, почему видео так называется, я уверен, вас это заинтересовало, да, и в принципе наглядно покажу. Вот такой командой я его тестировал, сейчас я вам покажу, в принципе стандартная моя схема, и я его ставил вместо Гуллета, но при этом менял роль на поле, то есть ставил его на центрального полузащитника. Мне кажется, с его показателями его стоит использовать именно под нападающими, как разыгрывающего раз, и как игрока, который может либо резко ворваться в штрафную, либо, собственно, завершить это все дело дальним ударом. Да, стиль дирижер достаточно пассивный, тем не менее, если вы гоните сами игрока вперед, то он вполне себе неплохо открывается, умение атаковать там 80, так что в принципе вполне себе пойдет. Ну и вернемся к названию видео, почему я его так назвал. Блин, да потому что сколько я его не тестировал, со мной не хотели доигрывать. Только Скоулз делает какие-то полезные действия для команды, противники просто отлетают, рвут соединения, выходят из матчей и дальше это никак не происходит. Я не знаю, как это объяснить. Была такая легенда, что в средние века, да, рыжих считали пособниками дьявола, да, ведьмами, ну и так далее. Вот у меня такое ощущение сложилось, что это как раз наш вариант. Скоулз прорывается, Скоулз забивает, противник говорит: все, Морж, до свидания, я с тобой играть не хочу, нахрена ты эту рыжую ведьму выпустил. В общем, будет таких несколько моментов, это реально забавно получилось, и я не знаю, как это объяснить. Ну и, собственно, по самой карточке что хочется сказать. Повторюсь то же самое, что я сказал в начале. Главное, за такую цену, само собой, надо брать очень классный игрок именно за такую цену. Если в целом рассматривать как карточку, надежный центральный полузащитник. Понравился больше, чем Снейдер, и гораздо больше полезных вещей он мне на поле разнообразных принес. В защите поможет, да, не слишком хорошо отбирает мяч, но при этом за счет агрессии постоянно висит на противнике и делает, так сказать, полезные действия для команды. За счет паса выводит спокойно своих партнеров на ударные позиции и хорошо подыгрывает. Особенно стоит отметить пас навесом, да, с центра поля делать его не особо удобно, тем не менее в варианте забросиков вполне себе подходит. Но тут, конечно, вам нужен хороший быстрый нападающий, который может зацепиться за мяч. Если вы его гоните вперед, то вполне себе неплохо открывается. Может лупнуть издалека, может пробить штрафные. У него не слишком хорошие показатели штрафных, тем не менее, ребят, как мне кажется, ну, штрафные больше от тебя зависят. Если ты умеешь бить за игрока, то ты с показателем 20 будешь их забивать. Угловые вполне себе неплохо подает. Вот такие передачи просто от него делаются в легкую. Да, тут вроде оказывается первый защитник на мяче, тем не менее за счет приема Неймар мяч забирает, а Румениги тут и развернуться может штрафной, и все что угодно сделать. Но вот передачи издалека, забросы, у него низкий пас навесом есть, это вполне себе для Скоулза.
По выносливости, да, не совсем хватает, не так много ее, тем не менее, ребят, мне понравился. Вот мне понравился, им играть легко и просто, и плюс у него вот это вот магическое его свойство, я по-другому назвать это не могу. Я не знаю, почему противники после каких-то его результативных действий просто рвали соединения и отдавали мне победу. Я не знаю почему. Так что, если подводить какой-то итог, вполне себе на свои 7 из 10 он наигрывает, а может быть даже и на 7,5. Сейчас есть у нас большой выбор центральных полузащитников, это, конечно, вам не Матеус, но крайне крепкий, и реально за такую цену его надо брать. Ну вот по штрафным, что я вам говорил, не слишком хороший у него показатель штрафных, но если ты умеешь бить, то, блин, ты их забиваешь, и ты не паришься совсем. Короче, в целом, Рыжик был хорошим и остался хорошим, ну, точнее так, он был прям классным, стал просто хорошим, но... Надо брать, я так считаю. Пиши в комментариях твой опыт игры за Сколза, с удовольствием почитаю. Завтра ждем новых эпиков. А на этом буду прощаться. Полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. С вами был Морж. До новых встреч, ребят. Пока.